Здравствуйте, мои дорогие! У нас общий расклад, что стучит, что гремит. Смотрим на ближайшее будущее. Вот, сейчас будем смотреть. Стучит, соответственно, это еще отдаленно от нас. Что же нам стучит? Шестерка жезлов. Вот шестерка жезлов, дорога. Много будет, может быть, у кого-то поездок, связанных с деятельностью, с вашей профессией. А также шестерка жезлов, карта победы в чем-то, да, успеха, победы в трудностях, преодоление их, так как бы быть на коне. Да, действительно, после пятерки кубков какого-то огорчения, переживания, расстройства, вот идет победа в этом и радость, садник кубков. Кого-то ждет действительно знакомство новое, человек появится симпатичный вам, вы ему приглашение, свидание, приятное общение. Что еще стучит? Старший аркан дурак, да? Ну, карта легкая, в чем-то можете быть новичок, либо встретите новых людей. Вообще все новое идет. А также карта деток. Здесь идет вот встреча еще с детьми. Вот. А также какая-то легкость, какой-то азарт и риск. Он не слушает никого здесь по этой карте, а идет своим путем, пробует что-то. Пробует, да, достижение успеха идет. Что гремит? Всадник мечей. Какая-то быстрота, скорость движения. О, четверка мечей. Может быть, что-то были ограничения, какие-то запреты, да, временные. Вот, и здесь идет какое-то ускорение. Ох, еще и семерка пик. Ложь какая-то, обман может быть, неприятные встречи. В целом это все пустое, да, потому что всадник мечей это как валет пик, а эта карта фальшивая, пустая. Но может быть карты обращают внимание, предупреждают, что аккуратнее здесь с какими-то людьми быть, да, а касаемо отношений еще, здесь влюбленные. Здесь возможен треугольник, поэтому здесь есть над чем подумать, действительно, по песо. Часто может быть по этой карте тайные, так скажем, встречи, тайная женщина, двое, да, то есть здесь вот в рамках общего карты как-то указывают нам на это, на эту возможность. Ну, как это разрешится здесь, три пики, маг, ну, в принципе, вы вправе разрешить это, да, у вас все для этого есть силы и средства, да, десятка пентаклей. В целом вот эта ситуация разрешится очень хорошо. То есть тут либо стабильные отношения все-таки останутся, да, вот, ну, если это касаемо отношений. Также финансов. Ну, не забываем в общем раскладе, здесь можно много что увидеть. Здесь все равно мы видим, вот, касаемо отношений, что-то будет происходить. На пороге что стоит? Паж жезлов. Ну, деятельность, намерения, ваши планы, чаяния, надежды. Ух ты, еще королева жезлов, да, деятельная дама, дама огненной стихии, такая работяжка, трудяжка такая, ее планы. Старший аркан отшельник. Здесь обозначите для себя какую-то цель, вывод какой-то можете сделать, что-то увидеть, что не видели, может быть, да, осветить как-то вот мудро. Ух, королева мечей. Может, кто-то в этом поможет. Может, вы примете здесь решение по этой карте, вот после того, как что-то думаете. Может, вы куда-то съездите, уединитесь, да. У кого-то встреча может быть со специалистами. Вот, и придется подождать какого-то результата, если это все-таки официальное лицо, да. Старший аркан дьявол и король пентаклей. Карта успешная. Ну, в какой-то степени это разрешится, конечно. Чего тут касается? Тут идут фигурные карты, дамы, да. Отшельник это, конечно, один человек, одиночка здесь. Что дверь открывает? Старший аркан звезда, исполнение желаний, планов, долгосрочных перспектив, попеса, какие-то знания, да, может быть, тайные, какая-то магия, эзотерика здесь. Четверка кубков, есть некая неудовлетворенность, и то, что вот как-то не устраивает тут что-то, да. Вот, и пора это уже решить, решиться по правосудию, по справедливости. У кого-то вот действительно официально здесь моменты, может действительно связаны с какой-то информацией, которую вы получите.
касаемо того, что вас не устраивает. Что на порог вступает? Двойка жезлов. Ну, карта деятельности, вашей обыденной деятельности. Старший аркан император. Для кого-то это супруг, для кого-то важный человек, начальник, да, кто-то старший, какой-то чин, так скажем, здесь. Шестерка мечей, да, может быть тут на паузе с кем-то или дорога какая-то, да, связана по шестерке мечей. Ожидание, может быть, да, ожидание какого-то человека. Ну, закончится праздником, значит, дождетесь. Тройка кубков, карта радости. Что еще? Башня, разрушение. Вот такой ситуации нужно иметь план Б. Это также освобождение. Да, освобождение. В общем, какие-то ситуации, которые будут по башенке, они действительно нужны, чтобы сделать вас сильнее, да, ресурснее, так скажем. И здесь еще идет и отношения какие-то, любовь, да, отношения. Что-то рушится и возникает уже как-то здесь так хорошо по взаимности. Еще и старший аркан маг. Пятерка жезлов. Есть какая-то конкуренция, какой-то вот манипулятор тут есть. Еще идет к вам колесо удачи, какие-то шансы и дороги, да, рабочие моменты. Шестерка пентаклей хороша. Это получение финансов и одалживание, ну, помощь какая-то, да, как с вашей стороны, так и к вам. Так, здесь какие-то перемены, но они нужны. Они нужны, эти перемены, чтобы убрать ваши страхи, да, и чтобы появились какие-то планы действовать. Еще у нас король жезлов. На дне колоды двойка пентаклей. Двойка пентаклей – это финансы, денежки. Карта очень хорошая, стабильная, да. Еще у нас королева пентаклей здесь. Ну, вот такой расклад. Такие события у нас в декабре тут закрутятся. И хорошие, и волнительные. Но все разрешится. Еще посмотрим. Мы, в принципе, не весь декабрь смотрим. Мы смотрим ближайшее будущее. Стучит, гремит. Семерка пентаклей. Да? Во что-то вложили, что-то ждете. Может, труд, усилия. Идут ожидания. И, скорее всего, они оправдаются. Всадник. Получите или информацию, которую ждете. Да? Или деньги. И амбиции тут прямо повышаются. А еще король кубков идет. Это человек по симпатии, родной по сердцу. Туз жезлов. Ну, кто работу хотел, он ее получит, да. Либо здесь идет новое дело, новые отношения, да. Или обновление их. Еще карта детская идет. Шестерка жезлов. Вот как с нее начиналось. Все-таки не забывайте, что все преодолеется здесь. И ваши печальки, ваши проблемки, они уйдут, они разрушатся, да. Шестерка первая – это победа. Вот, но придется попереживать и от чего-то, может быть, отказаться, освободиться, да. И все это, конечно, к лучшему. Все это сделает вас сильнее, крепче или укрепит ваши отношения. Вот такой у нас расклад на ближайшее будущее, мои дорогие. Спасибо, пока-пока.